Ну, всем привет. Вот. Многие спрашивают, как же заточить нож для шофа, для ручного или для механического. Ну, у меня вот тут такой вот нож. Да. Ну и как я его затачиваю? Тут немножко уже начал. Да, и затачиваю я его, в принципе, на простом наждаке. Здесь что самое главное? Вот. Я просто вожу его туда-сюда. Очень легко, не нажимая, стараюсь, чтобы вот здесь вот линия, я даже на камень никогда не смотрю, я смотрю, чтобы вот здесь вот он и шел по одному и тому же месту. Вот. Ну, как это, в принципе, происходит? Естественно, обязательно нужно емкость с водой, чтобы его охлаждать, чтобы пальцы не жечь. Да? Ну и как это происходит? Происходит это, обычно я точу его достаточно, не нажимая нисколько сильно на камень, так легко туда-сюда вожу, пока уже не заточу до конца. Ну, примерно покажу, как это происходит. Конечно же, все время надо контролировать процесс. Ну и по мере того, как она нагревается, немножко поводив его, я, конечно, его охлаждаю водой. Ну, получается довольно точная заточка таким образом. Еще раз повторяю, нажимать не надо. Естественно, нужно для начала потренироваться, целесообразно будет на чем-то более таком, ну, мягком, скажем, металле, потому как, когда вот здесь вот получается такой вот полукруг от точильного камня, да, чтобы можно было легко в него попасть. Вот смотрим. Вот здесь, например, у меня уже выбрано больше. Значит, следующий проход я буду точить где-то, ну, вот до этого места, где-то примерно 3 сантиметра до края, доходить не буду. Вот, соответственно, следующий проход будет у меня начинаться где-то вот отсюда. В принципе, главное в данном случае почувствовать тот момент, когда камень вот на этот полукруг в металле ложится. Вот надо так пальцы натренировать, чтобы почувствовать этот момент.
таким образом, вот видите, как видно, получается уже, ничего не получилось, еще миллиметр где-то надо снять, но получается уже вот такая вот заточка, да. Плюс ко всему я никогда не дохожу ее до конца, так чтобы она ни в коем случае не перекалила кромку, поскольку она имеет полукруглую такую фаску, да, я до конца ее затачиваю уже на ручном оселке, поэтому, ну, где-то там 0,1 миллиметра я примерно оставляю, чтобы можно было ее сточить на ручном оселке. Таким образом, вот этот вот краешек, ну, острие само, да, получается практически идеально ровно. Вот. Таким образом, я в свое время довольно много затачивал для электрических рубанков, ножей и так далее. Ну, сейчас я доточу ее до конца, тут ничего такого, тут все то же самое, да, ничего другого тут не будет. Ну, уже включусь, когда покажу, как это я, ну, затачиваю уже до конца на оселке. Вот. Ну вот, когда уже остается совсем мало для заточки, вот, например, для механического шофа вот такая вот заточка получается, да. Ну, необходима такая, да. Вот. Когда уже тут совсем мало остается, я вообще очень-очень, почти практически вообще не нажимаю. И плюс как можно чаще его макаю в воду, поскольку, чтобы не перекалить ни в коем случае саму режущую кромку. Процесс это не быстрый, занимает где-то, ну, я не знаю, минут 40 как минимум. Ну вот, осталось совсем чуть-чуть. Ну, я думаю, что уже вполне хватит. Вот. Далее я беру оселок, самый что ни на есть обыкновенный. И для начала что делаю? Для начала всю нижнюю плоскость стараюсь хорошенько пройти. Вот таким образом, чтобы вот тут вот на кромке получалась, ну, светлая часть, да, то есть практически до того. Это процесс тоже недолгий, не быстрый. Я думаю, где-то еще часик я с ним повожусь. Вот. Но зато этот металл хороший, нож для механического шофа получается отличный. Вот. Ну и потом вот таким вот образом накладываю, так, чтобы попасть в угол. Да, вот щелк, он есть. И точу уже режущую кромку сверху.
И обязательно надо, ни в коем случае нельзя переточить. Надо чуть-чуть наждаки оставить. Где-то, ну, не знаю, какую, 1/10, может быть, миллиметра. Может быть, меньше, какую-нибудь там 0,05, да, полмикрометра. Ну, обязательно надо оставить, чтобы оселком потом сделать нормальную режущую кромку. И опять же, нож будет таким образом ровный. То есть вот эта часть к режущей кромке будет ровная. Таким образом можно заточить легко, свободно нож для шофа. В принципе, это для механического шофа будет нож, но точно так же я затачиваю ножи и для ручного шофа, практически имея в наличии только наждак и оселок. Ну, конечно, это все долго. Если отвезти куда-нибудь на производство, где могут выставить угол заточки на каком-то станке и выточить, это, конечно, будет гораздо быстрее и проще. Но у меня такой возможности пока нет. Вот. Я даже как-то пробовал вести, но там им просто, поскольку угол заточки здесь нестандартный, они как-то не очень хотят этот угол там на всех этих станках своих менять. Поэтому вот приходится таким вот образом делать вручную. Вот так вот. Можно низ поточить, угол поточить до тех пор, пока уже он не будет острый. Ну а для проверки я обычно использую обыкновенный вот брусок какой-нибудь деревянный или просто палку и проверяю. Ну вот уже местами он цепает, местами нет, значит еще надо поточить. Вот. Многие проверяют на бумаге, но я как-то привык уже сразу на дереве. Вот таким вот образом. Ну, единственное, что оселок, конечно, время от времени надо мыть, поскольку на нем между песка скапливается достаточно много металла, и он перестает уже брать как надо. Вот таким вот образом затачивается. В принципе, на один нож, ну, вырезать его флекс и вот заточить уходит где-то, ну, у меня, по крайней мере, уходит где-то часа 2-2,5. Ну, с этим надо считаться. Тут уж ничего не поделаешь. Вот. Вот такой вот получится ножичек для механического шофа. Повозиться, конечно, надо, но зато это можно сделать легко в домашних условиях. Ну, я уже привык, у меня уже и рука набита удерживать нож на наждаке, да. Ну, тех, у кого не набита рука, я бы посоветовал для начала, ну, скажем, ну, какой-нибудь более мягкий металл поточить, чтобы можно было вот именно вот этот вот угол, ну, вот эту фаску, да, поймать. Вот. Ну, я думаю, что натренироваться вполне серьезно, вполне нормально можно, никаких проблем, я думаю, что возникнуть не должно. Ну, вот такие вот мысли по поводу ножа, ну, в данном случае для механического шофа, хотя я точно таким же образом и для ручного шофа их затачиваю. Всем пока!